Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что ждет? Неожиданности и сюрпризы недели с 14 по 20 октября. Давайте узнаем. У нас несколько колод карт. Есть у нас и цыганский пасьянс. Я знаю, что есть однозначно, как и любители, ну, есть и не любители. Я решила совместить и карты Таро. Мы сделаем с вами расклад, зададим некоторые вопросы, чтобы прояснить дополнительно позиции. Это у нас будет колода Таро поддержки ангелов и оракул ангелов. Мы карту совет достанем в самом конце расклада. Итак, неожиданности и сюрпризы. Давайте узнаем, что нам рандомно покажут маленькие карты пасьянса. С чем это может быть связано? Будем реалистами, всегда говорю об этом. Любой расклад – это один из тысячи вариантов. Но иногда и его есть смысл рассмотреть. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Что же для стрельцов, моих дорогих, нам расскажут карты? О, смотрите, у вас сразу выпадает значение корона. Корона – символ власти. С одной стороны, это вы можете пойти что-то согласовывать к высоким чиновникам или с представителями власти, закона, иметь какие-то контакты. Может быть, необходимо будет получить какие-то документы, и вы тоже будете это согласовывать. Давайте немножко раскроем, потому что иногда это говорит о вашей сильной позиции. И чтобы понять, как действовать, каким образом настаивать на своем или быть дипломатом, давайте узнаем. Пока не вижу совпадений. Идем дальше. У кого-то это может быть сопряжено с тем, что нужно куда-то поехать. Какая-то дорога. Это может быть как и жизненный путь, и ваши устремления. Но чаще всего это, говорят, есть конкретная поездка. Может быть, для кого-то и недалеко. Но для кого-то это планируемый переезд, так тоже может быть. Вот интересно, немного совпадений. Да, для кого-то из вас поездка далеко, когда совпадает дорога и ключ – это как открытый путь, путь жизненный. Или действительно это та местность, которая далековато находится от того места, где вы сейчас располагаетесь. Для кого-то это может быть связано с отношениями, потому что одновременно карта ключа, как открытый путь к любви, выпадает лебедь, мои дорогие. И как раз лебедь – это символ искренности, это символ надежных отношений, это тем, кому мы доверяем, это те, которые нас любят. И открытый путь может быть встречи какой-то, или вы готовите эту встречу, возможно, отношения на расстоянии. И ожидания. Вот что-то вы хотите осуществить, но это не так быстро. У кого-то вот все то, что у нас сошлось, может быть, вы планируете, к примеру, отправиться к вашему любимому человеку, который сейчас от вас вдалеке. Но для этого нужно подготовить ряд документов. Или вы опять же планируете какую-то поездку, переезд, и здесь могут быть официальные какие-то соглашения, или, по крайней мере, с этим связаны. Для кого-то может проиграться таким образом, что вам нужно переместиться именно для того, чтобы в определенной местности прояснить для себя что-либо. Давайте дополним значение Таро. И первый вопрос, который мы зададим, неделя небольшой срок. И тем не менее, что вам придется организовывать или адаптировать на этой неделе? Как видят карты Таро, поддержки ангелов. Правда, есть какое-то ожидание, и я так думаю, у вас будет на повестке недели стоять какой-то вопрос, уже совсем не новый, а когда вот это ожидание, скорее всего, должно быть закончено.
У кого-то это может совпасть. Ну, так не явно нам говорят, но мало ли, мы ведь все разные. У кого-то, возможно, вопросы в суде или какое-то медиаторство, когда вам предстоит договариваться. Или вы пытаетесь согласовать в официальном порядке какую-то бумагу, важный документ или то, что вы намереваетесь осуществить. Для кого-то из вас это вы долго уже ждали. Может быть, опять же, конкретного документа или какого-то события. Потому что вот какое-то ожидание, оно должно закончиться. И это уже, по сути дела, выход из какой-то паузы. Или для вас, если вот нам говорят, что, возможно, вы что-то для себя проясните, мои дорогие стрельцы. Но я так вижу. И еще не полностью. Не сможете, не получится на этой неделе в чем-то поставить точку. Давайте я достану еще одну карту, потому что тут тоже пауза. Ну вот я больше вижу, либо это какая-то дружба, может быть, партнерские отношения, или действительно личная жизнь, когда вам нужно разобраться в том или ином вопросе. И, возможно, это будет как и связано с перемещениями, с ожиданием, или для кого-то из вас. Это приезд человека к вам, и вы тоже его ждете. Есть планы на будущее, но, видимо, если мы спросили, что придется адаптировать или организовывать. Вот всегда шестерка воды, некоторая ностальгия. Но нам говорят, ты что-то, не то что передумай, а может быть найди новый способ решить какую-то задачу. По этой карте есть те люди, или мы можем встретить таких, к примеру, с которыми раньше была дружба, но по какой-то причине у нас это мы расстались. Или человек словно выпал из зоны нашего внимания. И мы могли и не понимать, кстати, почему это произошло. Вот здесь будьте внимательны. Весь осенний период с большой ретроградностью как раз и связан с тем, что некоторые люди к нам могут возвращаться. И если человек вернулся, или, мои дорогие стрельцы, вы случайно встречаете кого-то, или вам кто-то написал из тех людей, именно которых вы знали хорошо, и уже какое-то мнение об этом человеке сложилось. Это значит повод подумать о том, что, скорее всего, это неспроста. Для чего-то эта встреча или какие-то контакты, они могут и должны быть возобновлены, потому что в последующем может быть какая-то ситуация, обстоятельства, когда вот это именно взаимодействие вы переложите во что-то более конкретное. Мы пока не видим, мы всего лишь люди. Но окончательную ясность планетарно нам обещают где-то на начало ноября или середину ноября. И поэтому вполне вероятно, что то, что вы не видите просто на этой неделе, для вас будет более четче, определеннее уже в ноябре. Или какой-то вопрос даже, который не решается пока. Или он требует от вас приложения множества усилий каких-то, но он все равно завершится где-то в ноябре или доступит больше ясности, больше понимания, зачем все это было нужно. Самое главное, есть еще один момент по 12-му старшему аркану. Ведь, если мы говорим, это аркан повешенного, так выглядит и пауза. Это, кстати, аркан альтруизма, еще вот именно конкретно значение прописано, поэтому какая-то дружба или ваше взаимодействие, может быть, ваша помощь кому-то, она потом воздастся сторицей, потому что есть что-то у нас, вот лебедь выпадал, и нам говорило это об искренности, значит, правда, какой-то союз или контакты, партнерство, оно должно быть продолжено, возможно, на какой-то период времени или поможет вам решить какой-то вопрос. Ведь, по сути дела, 12-й аркан – это некоторый тупик. И вот выйти из какого-то тупика у вас как раз могут и появиться какие-то либо новые мотивы, либо новые обстоятельства, которые, ну, как мы говорим, играют на руку. Давайте я еще один достану, еще одну карту, еще один аркан. Еще один старший аркан – это то, что мы очень хотим осуществить, 15-й. И в этой колоде карт называется карта нашего эго. Это когда сильное страстное желание, кстати, с шестеркой, быть с кем-то. И тогда нужно использовать совершенно новые возможности или найти таковые, чтобы какое-то ожидание прекратилось. Предполагаются, да, ваши действия, но более продуманные действия. Мы не должны где-то, с одной стороны, впадать в какие-то иллюзии или себе устанавливать некоторые табу, думать, что
прежние методы сработают, кстати, не сработают, правда. Нужно как-то выйти за рамки собственных убеждений. Но тогда у вас получится как раз вот эту перевернутую ситуацию или какое-то длительное ожидание и решить этот вопрос. По этой карте есть еще и материализм, и любая зависимость, увы, тоже проходит по этой карте. И здесь может быть все что угодно. Понятно, бывают и привычки разные, но это карта страсти одновременно, поэтому у кого-то личная жизнь проиграется. Но о чем нам хотят сказать карты? Есть вопросы, как и благополучие или конкретно финансов, денег, может быть, и такое что-то вы будете согласовывать. Но есть еще какая-то духовная идея или какой-то высший смысл. Поэтому не совсем держаться за какой-то материализм или, знаете, позицию в вопросе, выгодно мне или невыгодно. Есть то, что не измеряется ценой, а измеряется ценностями. В чем ваша сила? В чем сила стрельцов на этой неделе? Пусть раскроют карты. А вот такие холодно-рассудительные энергии. Это карта эксперта и надежного человека. Когда мы должны согласовать, может быть, как он работает в отношении нас, прежде чем что-то осуществить. Или выйти из этого тупика. Но это тоже как-то должно быть увязано с нормами, правилами, регулировками. Или, мои дорогие стрельцы, есть еще такой тонкий нюанс. Иногда по 12-му аркану проходит, я говорила, тупик. Но это могут быть ваши обязательства. Значит, не преувеличить какие-то свои обязательства. Или когда вы ожидания, вы, может быть, ожидали по работе, что вам, к примеру, позвонят. У вас, может быть, и состоялось какое-то собеседование, или были какие-то контакты, но вот время идет, а заключительный аккорд у вас все так и не расставлен. Тогда нужно действовать и продумать, каким образом. Вот здесь какая-то ясность, или, по крайней мере, ваши действия должны быть больше направлены именно в сторону ясности, ну и одновременно закона. У кого-то может проиграться, мои дорогие. Правда, вот тут по здоровью какие-то дела. Иногда король мечей у нас говорит не только об юристах, адвокатах. Это еще проходят люди в форме, и у нас здесь власть. По сути, это где-то олицетворение власти. Но это проходит, если мы про форму, врачи. И если действительно есть какое-то недомогание, с этим нужно разобраться. Вот как будто гадать и ждать. Ну, если ждать только документа, если это связано с регламентами. Ну, на самом деле, иногда какую-то бумагу мы должны 5 дней, предположим, ждать, или 2 недели. Ну, и тут мы ничего не изменим. Если же это какое-то пустое ожидание, то тогда нужно как-то двигаться к прояснению того, чтобы для вас что-то стало совершенно очевидно. Я вот, кстати, увидела, посмотрите, есть тут нож, совпал. И это у кого-то может проиграться как какая-то ссора. И может быть, эта ссора, с одной стороны, не должна обостриться или перейти в какие-то выяснения отношений, такие, знаете, когда именно вы себя поставите или словно какая-то ситуация для вас будет подвешенная. И вы, ну, может быть, чересчур активно свою точку зрения выражаете, а потом будет своеобразный тупик, когда двое не смогли договориться. Поэтому будьте гибче. Все же это, с учетом тем более 15-го аркана, это ведь у нас такой посыл идет, когда да елки-палки, я хочу по-своему. А вот как-то тут по-своему, это правильно, но вот методы нужно более такие дипломатичные. По крайней мере, могу сказать точно, монолог не поможет, а вот диалог как раз-таки очень даже будет способствовать. Или для кого-то из вас поможет какой-то знакомый человек в решении какого-либо вопроса. В чем ваша сила? У вас как раз и сила, вот, чтобы это все согласовать, организовать и с чем-то определиться. Ваша сила, когда вы приводите мысли в порядок. У нас 4 выпадает мечей или 4 воздуха. Когда вы сами не совершаете поспешных действий, а что-то обдумываете. Предварительно, может быть, действительно консультируетесь с юристом. Или собираете информацию, или с каким-то экспертом, как сделать это лучше. Но не совсем, видимо, один в поле воин для вас
на этой неделе. Помните, правда, диалог – это ваше все. И даже если наше эго рвется наружу, ну, где-то одеть на него короткий поводок, чтобы оно не помешало что-то осуществить. Что ждет на работе? Давайте спросим. Узнаем, откроем. Для стрельцов на этой неделе. Какое-то важное решение, когда, как мотивация, вы уже готовы действовать. Вы как раз и должны, ну, не в плане вы кому-то должны, а для вас это наиболее предпочтительно, мы только об этом говорили, что вот как передумай, прими какую-то новую форму действия или как-то пересмотри свои планы, где-то отшлифуй варианты методов воздействия к решению той или иной ситуации. И вот этот самый выход или решение, оно у тебя определенно будет. У кого-то это может быть, ведь эта карта еще и энтузиазма, значит, могут предложить вам какой-то труд, работу или участвовать в каком-либо деле, или вы сами с чем-то можете, ну, как вы, ваш интерес, и вы можете кому-то что-то предложить, смотря чем вы занимаетесь. Прекрасная карта для новых начинаний. И паж – это всегда, когда мы готовы учиться, изучать какой-то вопрос. Что же это еще? У кого-то, кстати, рядом выпадает королева воды. Это карта любящего человека. Это тоже, кстати, альтруизм по этой карте идет. Поэтому это может быть и ваша помощь детям, мои дорогие стрельцы. А мы смотрим по работе. Но работа это не есть только работа. В работу включаю понятия, как и документы, какие-то важные согласования. Или когда вы сами определяетесь, но пока определитесь, вы должны какие-то действия проделать. Или найти нужную информацию. У кого-то это будет учеба. Давайте я достану еще одну карту, что ждет по работе. Правда, какие-то возможности, которые вы не должны упустить. Вот так выглядит туз Земли. Это словно пространство вам помогает, мои дорогие стрельцы, чтобы вы именно какую-то коррекцию собственных действий, планов совершили на этой неделе. И обратите внимание, мальчик нам изображен, готовность к учению. Значит, это что-то, что может быть очень важным на последующий период времени. Это как начало. Для кого-то из вас вы решите денежный вопрос, потому что именно, как будто говорят, у тебя получится что-то осуществить. И если ты будешь где-то готов как корректировать методы и планы, так и готовность учиться, мои дорогие, это как сама по себе возможность и будущее процветание. Для кого-то из вас получение той суммы денег, заработанной, которая, возможно, задерживалась. Или что-то не пошло по платежам. Король мечей и банкиры, ну или банковские работники, банки, какие-то контакты. И, может быть, вы найдете выход, как, допустим, перевести платеж или осуществить какой-то очень важный платеж. Вот что-то у вас получится. Но обратите внимание, спокойная энергия. Но где-то, и как и вы можете быть альтруистом, мы ведь смотрим с вами на работу. Может быть, это ваша кому-то помощь, а потом вам человек тоже оказывает какое-то содействие. И такого я тоже не могу исключить. Что ждет в личной жизни? Давайте выясним, что ждет стрельцов в личной жизни. Ну вот могла быть и ссора конкретно. И пятерка воздуха. Вот именно здесь нам говорит о чем? Мы признаем собственные ошибки, правда. Вот девушка, она так смотрит в сторону и недовольна. Что-то не пошло так, как она хотела. И у вас 15-й аркан. И, видимо, этот какой-то мотив нужно в глубине своей души согласовать. Хотя бы потому, чтобы себе не навредить. Быть честным самим собой в первую очередь нас призывает карта. И скорректировать, опять же, собственные планы и революционные буквально какие-то решения, может быть, принять. И карта нам говорит, не драматизируй. Поэтому мы можем видеть что-то в одном свете. Или какая-то ситуация нам показалась вот именно, ну, определенным образом. А нет плохо или хорошо. Есть то, как мы это воспринимаем. И поэтому во что-то не упереться, в какую-то догму или в какую-то мысль.
а как раз рассмотреть, быть гибче во благо самому себе. Вот это будет для вас плюс. И это касается личной жизни. Может быть, и придется вам даже кому-то сказать «нет», мои дорогие стрельцы. Вполне вероятно. Но, значит, это правда, она не должна быть как мокрое полотенце по лицу. Надо это все сделать красиво, элегантно. Так, чтобы, ну, не было каких-то обид. Для кого-то может вот это самое «нет» быть совершенно необходимо. У вас выпадает верховная жрица. Это та, которая умеет хранить тайну. Да, у нас осенний период, когда мы можем узнать какую-то тайну, и тогда, как бы она нас ни шокировала, мы не должны обострить какую-то обстановку. Может быть, выйти из создавшейся ситуации, но сделать, опять же, это красиво. Может быть, по личной жизни это и ваша какая-то тайна, она тоже может стать явью. И поэтому дипломатом быть определенно стоит, потому что всегда как будто есть то, что скрыто, и то, что мы или нам транслируют. И вот этот баланс, он уже предполагается. Поэтому не случайно где-то пятерка выпадает мечей. Есть то, что одновременно важно для вас, и то, что потребует от вас пересмотра, мои дорогие, и мудрости. Именно мудрость. А впереди какие-то новые возможности. И вы знаете, вот я должна сказать, ведь это карта будущего, тройка жезлов. Объективизм, безусловно, расширение зоны своего влияния. Но не конкретно на этой неделе, а когда вы решите какой-то вопрос или разберетесь по какой-то теме, и это может, мы смотрим на личную жизнь, возможность примириться. Может быть, есть очень важный человек, но не договорились. А вот на этой неделе вы приходите к выводу, или человек пришел к выводу, что нет, ну надо как-то еще раз поговорить. И не отказывайте ни себе, ни кому-то во взаимодействии, в разговоре, потому что как будто в большое видится на расстоянии. Расширяй горизонты собственных возможностей. Ну и будь открыт миру, как будто вот тому, что для тебя может быть пока непонятно, неизведано. Но допусти, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И в наше время, когда эпоха перемен, что-то на 100% запрограммировать сложно. Поэтому как раз какой-то вопрос вы сумеете решить благодаря тому, что что-то передумали. Вот с приставкой «пере». Финансы давайте достанем карту. Вы знаете, pH воды может для кого-то означать подарки. Или для кого-то новые возможности. К примеру, даже если прежде была какая-то история любви, она для кого-то может либо продолжиться, понятно, не для всех, или через прежние контакты, добрые контакты, может появиться возможность решить тот или иной финансовый вопрос. Будьте в этот период времени в целом на финансы, нам говорят, более интуитивным человеком. Располагайте к себе, в принципе, может быть, людей. Вот здесь не первая карта нам говорит о том, что настаивать на собственной позиции – это все равно, что себе вредить. А быть вы люди яркие, вы люди солнечные. Вы, мои дорогие стрельцы, несете позитив часто в нашу серую грустную жизнь. Поэтому вот ваши лучшие качества, даже по финансам, каким-то образом могут вам обернуться потом сторицей. Но или по пажу мы тоже чему-то учимся с удовольствием. Что еще финансы? Посмотрите, победа. И жезлы – это у нас конкретно дела, работы, бизнес, обучение, бумаги, документы и деньги. И поэтому какая-то победа. Пусть не на этой неделе, а вы ее как будто не должны упустить. Именно из-за того, что будет, видимо, очень сильный посыл настоять на своем. Или какой-то свой метод, точку зрения продвинуть. И вот именно эти энергии могут как раз и создать некоторый тупик или паузу, которая вам попросту может навредить. Вот я вижу из всех карт именно такой вывод. Есть такой у меня расклад, что произойдет, случится до конца октября. Вы можете через главную страницу найти или в описании под видео. Посмотрите, я думаю, какие-то подсказки для вас будут. Что для вас октябрь? Давайте карту совет.
И опять нам карта говорит одно. Возьми новое, прими, точнее, новое решение. Как будто передумать, пересмотреть, что-то скорректировать, мои дорогие. Все карты, будь то пасьянс, будь то колода Таро, и даже поддержки ангелов, как бы спроси совета у ангелов, вот такой совет. Значит, какое-то новое решение или что-то пересмотреть, переиграть. И я прихожу к выводу, что есть в вашей жизни либо человек, либо дело какое-то, которое требует продолжения. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.